Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом замены уплотнений. Суть такова, что вот в этих разъемах коробки передач со временем собирается масло. Возможно, в следующих случаях, если масло в коробке передач перелито, залито не по уровню, и вот здесь вот прохудились уплотнения. Последствия — это пинки в коробке передач. Итак, посмотрите, вот это вот гидроблок. Здесь 3 разъема на коробке передач. Вот они. И вот эти еще 3, которые были в масле. Вот эти все нижние части были в масле. Я уже начал собирать. Вот вам решил показать. Посмотрите с другой стороны. Вот здесь вот. Здесь 2 косы проводов заходят за нее, за корпус, то есть наружу. То есть вот эти вот разъемы уже видно. И переходит все это в проводку. Эта проводка вот здесь вот идет уже в салон на блок управления коробкой передач, который в масле. Я вам показываю. Вот блок управления коробкой передач, в масле разъем. Также посмотрите другое видео про блок раздатки. Они находятся в связке под сиденьем пассажира. Посмотрите, информация полезная. Я скину здесь вот в подсказках вам это видео. Основная причина, почему продавливаю это масло по косе проводов к блоку управления коробки передач. Вот этот вот выступ заливной пробки. Вот этот вот поддон. Сами смотрите. Здесь у меня, кстати, правильно расположены магниты. Вот так вот это выглядит. Сам поддон. Давайте посмотрим на его маркировку сначала. Вот его маркировка. Здесь 09D 321 361. Есть такие же поддоны, один в один, выглядит в точь-в-точь, как и этот, но у них есть отличия. И, собственно дела, в этом отличии есть эта проблема. Здесь может быть буква А, к примеру, стоять. Это уже будет модифицированная версия этого поддона. Вот здесь номер выбитый. Итак, отличие этих поддонов в этой заливной пробке. В других модификациях данного поддона заливная пробка вот кончается где-то на этом уровне. То есть плюс 1 сантиметр вот этого вот железного кольца заливной пробки. То есть получается, что масло в коробке передач больше, и оно попадает на провода контактной группы. И это масло, как проникающая смазка, начинает подниматься к блоку управления коробки передач. То есть разница, вот, посмотрите разницу на другом поддоне, более длинная заливная пробка. Вот в этой пробке, то есть в принципе смотрите и ищите вот такие вот поддоны с такой маркировкой, если у кого проблема, у кого масло в косе проводов. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!